Доброго времени суток зрителям канала Злой Эколог, если вы смотрите на Дзене или на Рутюбе, а на Ютьюбе канал сейчас у нас называется «Экология сознания». Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях интересный человек. Вы сами мне его рекомендовали, говорили, что обратиться к нему вот по поводу там уголовных дел, которые на меня возбуждались, да, вот сейчас мы на апелляции пока находимся. В общем, я все-таки дали мне контакт, я вышел на этого человека, мы пообщались. Понятное дело, там, что э, по моему делу вряд ли он мне там какую-то помощь сможет оказать, поскольку уже есть приговор, как бы, поэтому мы эту тему оставим. Но в процессе общения я ознакомился с деятельностью этого человека. Он известен как чекист под псевдонимом. Он появлялся у Ивана Боброва в эфире, еще где-то, может быть, с какими-то блогерами он общался, но я его видел, посмотрел у Ивана Боброва пару эфиров с ним. И одна тема, которая меня очень заинтересовала, я предложил этому человеку, он под псевдонимом чекист, мы не знаем, как его зовут, фамилия, известно только, что он работал там в ФСО, ФСБ, то есть человек служивый. И пообщавшись за кадром, как бы я понял, что у нас с этим человеком много общего. Помимо того, что у нас много общего, еще и оказалась тема, которую мы сейчас будем обсуждать в этом видео. У меня тоже к ней было такое неоднозначное отношение, а вот благодаря тому, что я услышал у Ивана Боброва на эфире, у меня как бы все встало на свои места. Теперь я хочу пообщаться с этим человеком, чтобы он донес эту информацию до зрителей моего канала, и чтобы у многих тоже как бы встало на место, что же это такое у нас было, что это была за эпопея с пирамидой МММ и с ее основателем Сергеем Мавроди. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях чекист. Я рад вас приветствовать. Доброго времени суток, Сергей. Приветствую твоих зрителей также. Как меня слышно? Слышно отлично, лицо у нас скрыто, поэтому вы видите картиночки соответствующие вместо лица, но голос вы будете слышать, и сейчас мы тогда приступаем непосредственно к интервью, к тому, что этот человек знает про Сергея Мавроди. У него эта информация имеется, поскольку он как раз тогда служил в органах и много чего узнал, пока в процессе все это происходило, вся эта эпопея. Вот у меня, если смотреть на это непредвзято, да, то есть, ну, я не покупал там эти билеты МММ, у меня тоже из родственников никто там не попадал на эти чеки МММовские. Но сама история вообще Сергея Мавроди, в ней однозначно что-то не так в этой истории. Признали, то есть вот, ну, что нам известно официально, давайте вот исходить с такой позиции, что очень много людей вложилось, отдали практически свои деньги Сергею Мавроди. Он эти деньги вроде как украл. После этого его за обман его вкладчиков посадили в тюрьму. Он отсидел в тюрьме, вышел и вот недавно, пару лет назад, умер там где-то на автобусной остановке. Вот чисто если логически смотреть на эту ситуацию, все то, что происходило с МММ и с Сергеем Мавроди. Ну, вот я просто обыватель, да, который видит, что Сергей Мавроди, если я не ошибаюсь, он каким-то был математиком, то есть у него научные были какие-то знания. Он создал вот эту финансовую пирамиду, как мы знаем. Эту пирамиду государство раздолбало, притом многие такие известные личности его поддерживали. Там, по-моему, Пугачева там вкладчицей являлась, там, или еще кто-то, может быть, сейчас уже много времени прошло, я точно не помню. Но самое, что интересное, во-первых, это если мы знаем классических, да, вот которые там людей обманывают, мошенники, ну, кого мы знаем? Ну, Чубайс, например, есть, да, последнюю фотографию, где он там в Стамбуле в аэропорту смотрит на ценники там в duty free.
другие какие-то люди, которые известны тем, что они обокрали народ, они убегают за границу, как правило, вот, либо здесь там каких-то властных достигают высот. Сергей Мавроди никуда не убежал, во власть он не пошел. Тогда, отсидев в тюрьме, даже надо полагать, что какие-то деньги у него все равно остались, он там супруги очень много там завещал, дом, там еще что-то. Вот, он никуда не убежал, и умер здесь, в России, притом умер там даже где-то на автобусной остановке. А вот непосредственно из того разговора, почему меня еще так это очень сильно заинтересовало, который был у нашего сегодняшнего гостя с Иваном Бобровцем, такую интересную вещь я услышал, что 17 КАМАЗов с деньгами бесследно исчезли, и даже на суде выяснить этот вопрос не удалось. То есть слишком много таких нестыковок, которые заставляют сильно сомневаться в официальной версии. Вот я сейчас прошу вас теперь выступить и рассказать, как вы видели эту ситуацию и что вы вообще об этом всем думаете, и о самом Сергее Мавроде. Вам слово. Да, спасибо, Сергей. Вот, самое главное, просьба меня не перебивать. Вот, я на потоке постараюсь информацию выдать. Вот, зайду немножко издалека, чтобы было все понятно, предыстория, с чего все началось. Началось это в 90-х. Многие люди помнят, когда началась всероссийская приватизация. Вот, когда началась всероссийская приватизация, многие люди помнят, как квартиры свои приватизировали. Госпредприятия нашей страны начали переходить в закрытое акционерное общество. Приватизацией занимался в то время и руководил этим процессом Березовский со своей командой. Как ни странно, из-за границы прибыло как минимум двое сотрудников ЦРУ, которые являлись консультантами по приватизации в России. Вот. И пока люди занимались, так скажем, своими вопросами, то есть там приватизировали собственные квартиры, которые были государственные в те времена, я думаю, нас понимают старшее поколение, которое в то время как раз это все прочувствовали на собственной шкуре. И многие не замечали, что происходит в стране, что просто госпредприятия переводят в состояние частных компаний и скупаются акции, так скажем, этой шайкой-лейкой во главе Березовского. Люди-то у нас в то время были очень слабо развиты в плане юридических направлений, в плане экономики, поэтому многие как бы даже и не разбирались. Тем более в то время не было интернета, по телевизору это не освещалось особо. Ну, люди занимались своими делами, там, семья, работа и так далее. Единственный человек в то время, который обратил на это внимание, причем правильно обратил внимание, это вот как раз-таки вышеупомянутый Сергей Пантелеич Мавроди. Потому что человек был очень образованный, он мехмат закончил, у него в тот период времени были собственные фирмы довольно-таки серьезные, компьютерные. Ну, вот у него была своя охрана, то есть он жил довольно-таки обеспеченным человеком. И он понимал, что происходит разграбление страны вот этой шайкой олигархов в главе Березовского. И он понимал, что российский народ, в принципе, ничего с этим сделать и не сможет, потому что даже информирования толком не было. Там несколько центральных каналов федеральных, которые под контролем были. Вот, никакого интернета в то время не было. Поэтому многие не знали даже, что происходит в стране. Ну, согласитесь, вы не знали даже, что происходит в соседнем районе. Вот. Не говоря уже о том, что в стране происходит. И, Ну, о том, соответственно, что вот такая вот приватизация происходила варварская, мы узнали спустя годы. Вот об этом мы официально начали говорить, ну, лет, может быть, 15 назад, если я ничего не путаю. да, закрытая информация была для многих. Ну и олигархи не хотели вот это все рассказывать, потому что там было связано с серьезными компаниями, серьезными деньгами, и очень много серьезных людей было задействовано. Вот. Ну и дальше началась непосредственно его борьба за, так скажем, за страну, за народ. Просто многие неправильно воспринимали его действия. Я, соответственно, сейчас и рассказываю, чтобы у людей было более правильное понимание, как это все было. А то многие люди до сих пор считают как бы покойного Мавроди мошенником, что он людей обокрал, как бы деньги их себе забрал и так далее. Вот. Когда он все это как бы понял, что он начал делать? Я так думаю, что он решил
максимально эффективно создать такую ситуацию, чтобы создать фирму для аккумуляции и, так скажем, сбора денежных средств с народа в одном месте. Для чего? Для того, чтобы начать выкупать акции бывших госпредприятий. И, соответственно, вот эти ваучеры, билеты на предъявителя, вот, они были бы индивидуальные акции, которые были бы подкреплены акциями госпредприятий. Когда он собрал за полгода треть бюджета страны в наличке, вот, он, так скажем, еще был неизвестен, изначально не был известен, а как он стал известен, сейчас скажу. А, Самая серьезная акция была в России еще до создания МММ, до ее разгона, так скажем. Он о себе заявил тем, что он выкупил московский метрополитен на 2 суток и сделал проезд для, так скажем, ну, для всех граждан бесплатно. То есть люди заходили в метро, покупать билет не надо было, висели плакаты Сергей Мавроди, МММ, и так вот люди начали его узнавать. А впоследствии у него еще была такая реклама, вот, которую он уже выкупил официально. Он купил президентское время 5 минут до Нового года, поздравления всей страны. И даже вот момент там такой был интересный. Когда он пришел на съемки, это все заранее снималось, он пришел, ну, в рубашке. Вот, а сказали, что надо, чтобы был пиджак. Пиджака у него не было. В гримерке был пиджак малинового цвета. И сказали, ну, как бы, всей страны телевизора черно-белые, он, пиджак этот будет черным по телевизору. Вот. И только у новых русских были цветные телевизоры, то есть у малого количества людей в стране. Вот. И тогда он снял, как бы вот сняли новогоднее обращение Мавроди вместо Ельцина к стране. То есть Вот. И он тогда вот, запустил, получается, я прошу прощения, что перебиваю, но ага, это малиновые пиджаки, то есть это от него пошло по да, да, это от него случайности. пошло. Да, это не случайно, это вот новые русские как бы увидели, а в то время же новые русские, многие появились-то благодаря Мавроди и приумножили свои средства. Вот, и там много воров в законе, которые, так скажем, использовали денежные средства общаков в МММ, примножали количество. И вот мода оттуда пошла. То есть они считали, ну, Мавроди для себя таким серьезным авторитетом, который мог саккумулировать такой большой объем средств, причем за очень короткое время. Там, ну, за полгода треть бюджета страны собрал в наличке в одном месте. Вот. И, естественно, они как бы это восприняли как моду, что ли. Поэтому для них это был символ, малиновый пиджак, символ такой успешной, богатой жизни для новых русских. Оттуда это все пошло. Вот дальше что происходило? Когда у Мавроди уже были средства, как я уже говорил, он приобрел а, первую партию акций «Газпрома». 5% он купил на деньги, так скажем, вкладчиков. Вот. И в то время на него как раз первый раз обратил внимание Березовский, потому что до этого момента, ну, никто на него внимания особо не обращал. И, соответственно, когда он на него внимание обратил, у них там встреча произошла, и как бы такой неприятный разговор, типа, что ему вообще нужно, потому что именно олигархи только выкупали акции предприятий, бывших государственных, и они как бы не планировали, что кто-то еще будет участвовать в покупке. Хотя продажи были открыты для любого гражданина, так скажем, России. Но денег-то ни у кого не было, кроме олигархов. Поэтому только они и скупали. То есть они планировали как бы стать владельцами страны. То есть если ты владеешь э, газовым предприятием, так скажем, нефтеразработкой, нефтедобывающей компанией, нефтеперерабатывающие заводы, ну, по сути, ты уже диктуешь правила руководству страны. Вот. И первый раз, когда вот он купил 5% акций «Газпрома» и возник у них конфликт с Березовским, Березовский на него наехал, но не смог решить вопрос. Почему? Потому что за Мавроди стояли воры в законе России, которые пользовались МММ, и общаки там находились. Они за него вступились, а это были 90-е. Естественно, в те времена воры в законе решали очень многое, и против них мало кто мог пойти. И вот, соответственно, Березовский сдал назад. И он пошел как бы другим путем. Так как у него был выход на президента через его дочку Татьяну Дьяченко, которая работала на Березовского, вот она организовала ему встречу. Вот, и Березовский пошел, так скажем, по другому пути. То есть он
не рассказал про МММ, не рассказал про деньги, а сделал уклон в то, что этот предприниматель, этот коммерсант Мавроди хочет на пост президента вместо Ельцина, хочет его убрать. Да, то есть он именно вот такой уклон сделал, и тем более говорит, вот видите, он даже ваше время выкупил, там вместо вас поздравил страну с Новым годом, как бы он метит на президентское кресло. А тогда мозг президента был затуманен, это отдельная, конечно, история, вот почему он был затуманен. Вот. Но он, естественно, не стал разбираться, он дал команду Мавроди арестовать. И тогда к нему приехали на квартиру сотрудники спецслужб, его арестовали, увезли его на матросскую тишину. И Березовский еще посодействовал, пролоббировал, чтобы его закрыли как можно дальше и глубже. И в итоге его посадили на спецприемник, это зона внутри зоны 99/1, где сидят на пожизненном там убийцы, насильники, там всякие киллеры. Вот. Ну и думали, что он там как бы и сгинет, чтобы его уже не было. Дальше произошло, что так как Мавроди закрыли, он арендовывал какой-то старый завод заброшенный для хранения денежных средств, и там был офис МММ. Деньги считали комнатами, потому что их нереально было сосчитать. То есть там просто вот здание, там, по-моему, трехэтажное было, где бухгалтерии там и так далее. То есть они вот эти комнаты просто забивали деньгами, и потом туда приехал, естественно, кто? Березовский. Он создал, так скажем, свое движение, какое он сделал. То есть наперед забегу, приехал автобус маски-шоу, автоматчики приехали, оцепили территорию завода, положили всю охрану МММ, как говорится, мордой в пол, всех оттуда выгнали, всех оттуда вывезли, и туда начали подъезжать КАМАЗы для того, чтобы в них загружать деньги. В итоге было загружено 17 фур, 17 КАМАЗов денег. Там, конечно, было еще много таких персонажей в погонах и всяких разных, которые приезжали просто свои служебные тачки, багажники, салоны, сумки, там баулы забивали народными деньгами, а за оцеплением стояли люди. Тот самый народ, чьи это были деньги. Никого, естественно, не пускали. Ну, там были свидетели, которые рассказывали, что там запихивали деньги, просто кто туда имел доступ, просто кто куда мог. Сумки, пакеты, багажники, за пазуху просто вот воровали, одним словом. Вот. И потом в неизвестном направлении уехали эти КАМАЗы. Вот. И позднее был суд, басманный суд, на котором представитель от народа, главному прокурору России, задал вопрос. Где же наши деньги? Когда нам государство вернет наши деньги? На что прокурор ответил. А с чего вы решили, что деньги у государства? Ну как это? Ну, мы же были там, были маски-шоу, силовики были с оружием, как бы оцепления. Мы видели, как деньги вывозились, то есть люди в погонах там присутствовали. На что ответил прокурор России, эту запись обнародовали, ее можно найти в интернете где-то, вот в черно-белой еще. Он говорит, а вы у них нашивки видели? Вы у них удостоверение проверяли? С чего вы решили, что это были сотрудники, именно государственные сотрудники? То есть это были, в итоге, как выяснилось, это были ряженые, которые представляли интересы Березовского. То есть все деньги забрал Березовский, деньги не доехали ни до народа, ни до Кремля, уехали в неизвестном направлении. А в направлении в каком? Березовскому. То есть деньги он все забрал себе. Дальше мы помним, что появилась компания ЮКОС, под которую начали загонять акции Газпром, Нефтинвест и так далее. Вот. Тем самым как бы они увеличили свои потенциалы финансовые. И спустя только время, Ельцин узнал, что его как мальчишку просто обвели вокруг пальца, что его просто разыграли. Но этот Березовский его разыграл. То есть использовал его власть, его силу, вот, и деньги присвоил себе, и он дальше начал продолжать скупать акции бывших госпредприятий. И как отреагировал Ельцин? Как отреагировал? Ну, фраза, так скажем, была такая, что типа, что же я натворил? Вот так он отреагировал. Он ничего не смог сделать. Ну, то есть я прошу Впоследствии. прощения, прям, перебью, Мгм, я как бы мгм. обещал не перебивать, но тут важный момент.
То Да, есть да, хорошо. получается, что Мавроди, по сути дела, он выступил как такой объединитель для людей, которые, может быть, ничего не понимают в экономике, да, но он аккумулировал их все деньги, и, по сути дела, он мог стать как родоначальником такого капитализма уже советских людей, да, или там российских на тот момент, да, что люди могли бы действительно оказаться сейчас хозяевами, если не всех природных ресурсов нашей страны, но в значительной степени. То есть люди могли действительно на этом обогатиться, заработать. А Ельцин, то, что его обманул Березовский, он, по сути дела, поставил на этом крест. То есть он мог бы для огромного количества людей, сколько их там было, вкладчики, миллионы, наверное, он мог бы быть как президент, который, ну, помог обогатиться людям, помог стать владельцами богатств природных, да, нашей земли. И все это произошло бы на законных полностью основаниях. Но из-за вот этого Совершенно злого верно. гения Березовского, Мгм. да. Мгм. Совершенно верно, Сергей. Вот смотри, просто вот такую закономерность. И твои зрители, слушатели должны понимать, что у Мавроди до начала формирования, до начала создания МММ все было в порядке с финансами. То есть он не нуждался в принципе в каких-то больших средствах. И у него не было ни загранпаспорта, у него не было, по сути, нужды в этих деньгах, потому что он ничего на собственные нужды-то и не взял, ни разу не потратил. То есть он все делал для людей. И вот эти ваучеры, акции на предъявителя, он как бы создал специально. То есть, как бы они не именные. То есть, любой человек, сколько этих ваучеров приобрел, соответственно, столько акций у него и было бы. То есть, если бы все произошло по его плану, то есть он максимально выкупил бы акции, так скажем, бывших госпредприятий на деньги вкладчиков, то люди стали бы полноправными совладельцами бывших госпредприятий и до конца жизни получали бы просто дивиденды. Потому что, насколько мне известно, вот те 5% даже, которые он успел первые купить, Газпрома, Мгм. потом эти акции, ну вот обычные люди, которые были из МММ, они превратились в необычных, так как у них были 5% Газпрома. Это огромные деньги, это миллиарды, просто миллиарды долларов на самом деле. Вот. И, естественно, те люди, которые стали очень непростыми, с ними начали считаться за счет того, что они стали владельцами, совладельцами. Вот. Потому что если мы откроем даже для примера, ну, Для сайт, примера, например, есть кто-то вот сейчас известный человек, который вот таким образом добился своего положения? Можете пример привести? не смогу привести пример, ни фамилии не смогу назвать. Вот. Просто объясняю как бы на примере той же Роснефти, например, компании, да, то есть если мы зайдем на сайт Роснефть, в состав учредителей, мы там ни одного русского не увидим. Ну, Вот, понятно, да. и Да, надо да, понимать, понятно. даже сейчас вот ситуация происходит там, ну, специальная военная операция, да, и многие говорят, что вот Россия продолжает поставлять там газ. Ну, а вы поймите, что у «Газпрома» в составе учредителей очень много иностранных граждан, которые, так скажем, реализуют свои планы и свои задачи. Вот, поэтому не так все просто. В то время еще, ну, в то время, я помню даже по собственной памяти, очень много иностранцев с помощью наших олигархов, с помощью наших коммерсантов нашли легкий способ, как выкупать, ну, так скажем, в России земли, недвижимость и даже какие-то предприятия. То есть эта схема была на самом деле очень простая. Сейчас она используется или нет, скорее всего, нет. Была очень простая. То есть оформлялось какое-то юрлицо на обычное физлицо российского происхождения. Потом уже в состав учредителей добавлялся иностранный гражданин. И следующим шагом из состава учредителей удалялся российский гражданин. И, соответственно, оставался только один иностранный гражданин в составе учредителей. И под это юрлицо уже, пожалуйста, можете загонять, что хотите. Машины, там, недвижимость, там, акции скупать каких-то предприятий и так далее и тому подобное. Это вот такая схема была. Ей, в принципе, мне кажется, и сейчас пользуются. Вот, если взять даже, например, к примеру, вот Абхазия, там, да, вот, в Мгм. Абхазии российский человек ничего не может приобрести, оформив на себя. Но если это сделать через юрлицо, вполне может. То есть оформляется юрлицо на надежного человека, потом человек из России как бы вступает в состав учредителей туда, а
гражданин Абхазии выходит из состава учредителей. Все. И российский гражданин полноправный владелец юрлица, на который можно оформлять недвижимость, технику, там, машины. Вот по такой схеме все это оформлялось в те времена. Ну, мне человека очень на самом деле жалко, потому что спустя время, когда он вышел на свободу, я его понимаю, то есть он выжил, его там хотели, так скажем, сгноить, чтобы он просто живым даже не был. Вот. Но он выжил, он вышел, причем уже подготовленный, с большей информацией, с какими-то планами. По-моему, в 2011 году или в 11 или в 12 году, и в 13, по-моему, было. МММ, по-моему, 2011 было, и МММ в Да-да, 2013. 2011, я тоже, насколько В помню. 2011 году было, да, МММ. Я смотрел тогда видео, немножко изучал его, слушал. Очень грамотный человек, очень интересно подавал. У него была квартира только одна, больше ничего у него не было. Она была не приватизирована, ее изъять не могли. Вот. И люди, которые говорили, что якобы он забрал эти миллиарды себе, ну, куда бы он их забрал? В тюрьму себе забрал? Ну, это тоже люди логику включили иногда, когда заявляли о том, что якобы Мавроди их обокрал. И где же и тогда эти деньги? А когда он из тюрьмы вышел, он жил в этой квартире в одних трениках, в футболке, там, в старых штанах там, спортивных, записывал все эти видео, ему оборудование там кто-то поставил, кто ему помогал. И он продумал, что он продумал. Естественно, надо понимать, что за все время, которое он там сидел, у него в голове была только месть. А месть кому? Месть олигархам, которые его как бы и его обокрали, и обокрали граждан России, обычный народ простой, за которых он вступился, можно сказать. То есть он заступился за людей, он был патриотом страны своей, то есть он не пожалел ни свой бизнес, ни свой статус, вот, для того, чтобы всю эту кашу заварить. Вот. Жалко, что не получилось. Вполне реально могло быть другое будущее. Да и Ельцину, скорее всего, не дали реализовать, так скажем, последствия этой ситуации. Потому что там вот эта команда олигархов во главе Березовского, она довольно-таки сильная была в то время. И Ельцин не мог ей сопротивляться. Это уже потом, впоследствии, это уже другая история, когда он подтянул Путина. Это, возможно, если интерес будет у твоих подписчиков, я могу рассказать в другом каком-то эфире. То есть, как это все произошло, как Путин пришел к власти, как он стал президентом, и почему Ельцин его, так скажем, привел к власти вместо Ну да, себя. эта тема, возможно, отдельного видео. Я предлагаю тогда насчет Мавроди закончить. Вот еще одна нестыковка, да, вначале я начал говорить, что как-то не Мгм. стыкуется, непонятно. Еще одна нестыковка – это фильм, который появился про Мавроди, как он там назывался, я уж не помню, олигарх, по-моему, Пирамида назывался. пирамида, да. Вот. И вот если посмотреть этот фильм, то тоже впечатление складывается, ну, достаточно положительное о нем, как о человеке. Ну, неоднозначное, конечно, но не так, как его рисовала нам официальная пропаганда. И вот появление этого фильма – это такой ход со стороны деятелей искусства, чтобы несколько оправдать его. То есть, может быть, кто-то там лично с ним был знаком, либо знал детали вот того, что происходило. Потому что... Абсолютно Мгм. нет. Я извини, что перебью. Это не Мгм. деятель искусства, потому что фильм высокобюджетный, он был заказан Мгм. за деньги, вот, и серьезные актеры там снимались, Мгм. вот, и Бондарчук там в главной роли был, и вот второй, не помню Серебряков, фамилию, да. Ребряков в главной роли, да, который играл как раз-таки Сергей Пантелеич. Мгм. То есть фильм оплатили, и причем оплатили большими деньгами. У меня есть подозрение, то, что это сделали как раз-таки те люди, которые обладали этими первыми 5% акций «Газпрома», которые успели выкупить в самом начале, до конфликта с Березовским. Это своего Мгм. рода, может быть, как дань была человеку, благодаря которому они поднялись, и, возможно, они, я не знаю, как бы их поведение, на чьей они сейчас стороне, поменяли они свое видение отношения вообще в целом к стране, к народу или нет. Но, по крайней мере, вот фильм они проспонсировали, создали фильм, чтобы до людей донести хотя бы более правильный взгляд на этого человека,
Да, которые вот... а мы, получается, сейчас своим видео продолжаем их дело и определенную реабилитацию, если действительно так, потому что, ну, в 90-е я там был еще мальчишкой, да, вот, и смотрел на эту всю ситуацию как бы со стороны, тем более там с воспитанием там коммунистическим, социалистическим, то есть я вообще не понимал, что происходит. А вот сейчас, спустя годы, очень интересно узнать, что было в действительности, и отдать должное этому человеку, то, что действительно он был молодец и думал о людях, и если бы не хитрые ходы всяких вот там личностей, о которых мы говорили, то вполне возможно, что и наше поколение сейчас жило бы по-другому. Но так как там действовал Березовский, те же там американские советники, которые там были там при нем, там при Чубайсе. То есть вот эти люди, они, естественно, бизнесмены уже со стажем, они-то в капитализме жили, они поняли, как быстренько нужно все это откружить и повернуть в другую сторону. То есть опять в очередной раз тогда, но предали народ и Да, обокрали его, можно сказать. ну, нам же сотрудники ЦРУ помогали, совершенно Вот, верно. вот. Вот. Ну, опять же, хочу заметить то, что я вот в МММ не принимал никакого участия. Я думаю, ты тоже не принимал. Вот. Нет еще. У нас никакой выгоды в этом нет абсолютно. Да, То кстати есть, говоря. и поэтому мы просто, вот, ну, лично я вот доношу информацию. Человека уже нет. Как бы можно сказать, что какой смысл его там оправдывать. А смысл есть. Потому что это все равно человек живет в памяти людей, он уже часть истории. Но у многих людей просто искаженная была информация в голове, что он якобы он людей обокрал, что он обманщик и так далее. А он как раз-таки был за народ, за Россию. И он в одиночку вышел на борьбу вот с этими олигархами, которые просто скупали, так скажем, активы страны и хотели править страной за спиной у президента. И как бы им уже все равно было, кто был президент. Если ты Мгм. владеешь активами страны, у тебя есть ресурсы огромные и связи, то тут уже абсолютно не важно, кто на посту президента. Мгм. Вот. Жалко, что такие люди, вот великие глыбы, практически уходят из жизни. Вот. Ну, а, собственно, закончилось все в 13 году, когда вот он начал кампанию возобновлять. Я просто помню это, я начал изучать. Он сделал просто очень гениальную тогда систему. Я ее помню по памяти. Она называлась «Касса взаимопомощи». Он даже объяснил вот ключевые моменты, какие у меня запомнились в голове. Он привел пример. Вот когда вы, допустим, накопили деньги, вы их отправляете в банк на хранение, да, и вам банк дает там, допустим, там 4-5% годовых. А ваши же деньги банк дает, кредитует других людей под проценты там более большие, то есть 25%, 27%, там всякие Мгм. маленькие кредиты. Получается, по факту-то у банка денег своих нет, то есть он использует ну, деньги вкладчиков. И вот как раз эту разницу между 4-5% и 25% это и есть доход банка. А это огромные деньги, это миллиарды, это очень большое количество. И вот тогда Мавроди объяснил, что говорит, если люди начнут кредитовать друг друга, минуя банк, то вы доходы, вот эти как раз, что банк себе забирает, можете получать сами, кредитуя друг друга. И он и создал вот эту идею классную, она реально классная была идея, кассы взаимопомощи, где люди с помощью сервера определенного, где все данные как бы хранились, велся учет, кто кредитует, на какой период, и там были разные ставки. Так же, как в банке, сейчас же тоже разные проценты есть. Например, там на месяц вклад, там на полгода, на Ну да, год. чем больше вклад, чем дольше ты деньги держишь в банке, тем больше ты Чем, получаешь. да, чем дольше ты замораживаешь по договору деньги, тем больше тебе процент дает банк. Но все равно эти максимальные проценты от банка, они и рядом не стояли с теми процентами, которые можно было вот в кассе взаимопомощи получать. И система была очень классно, так скажем, продумана, и она бы работала, если бы ее уже не, так скажем, не придушили. То есть поначалу она начала работать. Первый суд, я помню, был в Волгограде, где суд не признал МММ пирамидой финансовой. Мгм. Вот, потому что ну, не нашли они как бы там повода ее блокировать. Люди Мгм. сами друг друга кредитовали, как бы, и не увидели они финансовой пирамиды. А потом, видимо, кто-то пролоббировал, потому что потом уже был другой суд, вот, в другом регионе.
где было МММ признано пирамидой, и уже государство отреагировало, госорганы, для того, чтобы ее ликвидировать и закрыть. Вот, и опять же у людей там, ну, понятно, многие там тоже потеряли что-то, когда фирма ликвидировалась. Понятно, что там куча было и мошенников на базе МММ, вот, которых Мавроди не контролировал. И были и мошенники, и спекулянты, их много было, которые на доверии как бы людей на имени МММ просто вот занимались открыто мошенническими действиями. И они все попропадали. Ну, естественно, там уголовные дела заводились на отдельных персонажей. Но это уже отдельная тоже история. Ну, суть в том, что МММ закрыли, не дали ей ходу, и люди тоже думали, типа, где наши деньги, а у Мавроди денег-то не было, людей. Вот он, как ты и сказал вначале, он умер на остановке, вот, без всякой охраны, без водителей, без дорогих тачек, и так у него и осталась квартира, это его, не приватизированная, никаких миллиардов, у него даже загранпаспорта ни разу не было. То есть вот это вот и есть, так скажем, истина, и у людей с логикой, в принципе, должно быть понимание, что у него не было целей как бы обогатиться за счет народа. Мгм. Вот. А я хотел всего лишь навсего донести до людей, чтобы они хотя бы вот знали правду. То есть я как бы за правду, за справедливость. Ну, Ну, тогда собственно, у меня на все. этом я предлагаю закончить, тем более у нас осталось меньше 2 минут тут до эфира. Я думаю, наши зрители все услышали, все прекрасно поняли, то есть мы вас не склоняем там к участию в каких-то пирамидах, да, мы просто вам рассказали сейчас о судьбе человека, которая оказалась очень неоднозначной, а вот спустя время, даже уже после его смерти, мы можем донести истину, как сказал наш с вами сегодняшний собеседник, уважаемые зрители, чтобы вы понимали масштаб личности и еще на одно преступление тогдашнего режима, уже, правда, никого нет в живых, там ни Березовского, ни Ельцина, ни самого Мавроди, но тем не менее, на этом я выражаю огромную вам благодарность, что приняли участие. Очень интересная информация. Я думаю, зрители также вам будут очень благодарны. Спасибо большое за участие в эфире. Всего вам доброго. И вам спасибо. На Все, связи. уважаемые зрители, вам спасибо за просмотр.